Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал «Семейный хендмейд». Я решила немного отвлечься от темы организации и хранения, так как думаю, что многие из вас уже соскучились по поделкам для дома. Сегодня мы будем делать очень оригинальную ключницу или вешалку, например, для полотенец, из того, что есть у многих из вас дома. Из картона, шпатлевки и акриловых красок. А еще я заметила, что вы снова стали с удовольствием смотреть мастер-классы по поделкам для дачи. Если хотите новые мастер-классы, пишите об этом в комментариях. Ну а теперь давайте приступим к просмотру. В первую очередь нам понадобится картон. Также на листе бумаги я сделала набросок будущей ключницы. Но вам его рисовать не обязательно, так как шаблон я закрепила в описании под этим видео. Переносим все домики на картон и вырезаем их канцелярским ножом. Каждую деталь нужно вырезать в 4 или даже в 5 экземплярах, чтобы ключница получилась объемная и прочная. Также нам понадобится два прямоугольника. Один размером 5 см на 30 см. Сначала я вырезала его размером 7 на 30, но после все-таки уменьшила. А второй прямоугольник размером 15 на 30 сантиметров. Прямоугольники тоже нужно вырезать в количестве 4 или 5 штук каждый. На любой полимерный клей или с помощью термопистолета склеиваем все детали прямоугольников и домиков. Если будете использовать полимерный клей, то я вам советую положить детальки под пресс на пару-тройку часов, чтобы их не повело. Как я уже и сказала, меньше из прямоугольников я уменьшила высоту до 5 см, так как он оказался большеват. У большого прямоугольника по горизонтали отмеряем снизу 7 см. И на этой высоте с помощью термопистолета приклеиваем перпендикулярно меньший прямоугольник, так, чтобы из меньшего прямоугольника получилась полочка. Теперь на эту полочку начинаем приклеивать первый ряд домиков. По центру самый высокий, справа пониже, слева тот, что еще ниже. Второй ряд домиков пока не приклеиваем. У прямоугольного домика срезаем верхний край примерно под 45 градусов, чтобы можно было приклеить сверху крышу. Саму крышу вырезаем из картона в 2 экземплярах. И для всех остальных домиков полосочки для крыши тоже вырезаем в 2 экземплярах. Приклеиваем крыши на первый ряд домиков. И обратите внимание, что крыша левого домика с правой стороны немного подрезана. Это сделано для того, чтобы она не мешала прямоугольному домику. Простым карандашом намечаем, где будет располагаться второй ряд домиков. И приклеиваем на видимые участки окна и двери. Теперь приклеиваем крыши на оставшиеся 2 домика. И сами домики приклеиваем на место. И приклеиваем на них окошки и двери. Чтобы домики смотрелись еще интереснее, отсоединяем у гофрокартона верхний слой, чтобы гофра получилась видимой. И делаем домиком балкончики, жалюзи и фигурные крыши. Полосками картона закрываем торцы ключницы. Кстати, если вы найдете гофрокартон с разными по величине гофрополосками, то домики получатся еще интереснее.
Основа собрана, теперь нам понадобится шпатлевка по дереву и плоская средней жесткости кисть. Макаем кисточку в шпатлевку и раскрашиваем ею всю ключницу. Причем не просто наносим шпатлевку мазками, а добавляем где нужно рельефа. Например, на стены домиков сначала просто наносим шпатлевку, а потом похлопывающими движениями имитируем штукатурку. Окна старайтесь покрыть шпатлевкой как можно ровнее. Все-таки стекло должно получиться более-менее гладким. Одну из дверей я решила сделать деревянной. Для этого сначала нанесла на дверь слой шпатлевки, а потом мастихином или любым тонким заостренным предметом прорисовала рисунок дерева. Какой рельеф вы будете создавать, зависит только от вас и вашей фантазии. Можно сделать домики кирпичными, можно имитировать брус или каменную кладку. Думаю, вы уже поняли. Ваша ключница получится уникальной, и второй такой ни у кого не будет. Сначала покрываем ключницу шпатлевкой с лицевой стороны, даем ей высохнуть и наносим шпатлевку с задней стороны. И снова даем ей полностью высохнуть. Я оставила ее на просушку на ночь. Теперь нам понадобится наждачная бумага или обычная пилочка для ногтей. Как вы уже догадались, нам нужно немного зашлифовать поверхность. Самое главное – это убрать острые торчащие пики и более-менее выровнять окна. Остальной рельеф сильно не стачивайте. Чем фактурнее поверхность, тем интереснее будут смотреться домики. Обязательно после шлифовки протрите всю ключницу влажной тряпочкой. Переходим к росписи. Но сначала я вам рекомендую ключницу загрунтовать акриловым грунтом. Лучше, конечно, если грунт будет коричневого цвета, но у меня был только белый. После того, как грунт высох, переходим к росписи. Сначала всю ключницу раскрашиваем коричневой краской. Даем краске высохнуть и дальше работаем сухой кистью. Удобнее всего работать плоской кистью средней жесткости. Берем на кисть белую краску, немного вытираем кисть о палитру или салфетку и проходимся по всей поверхности ключницы, как бы подметая поверхность. В итоге высветляется весь рельеф и выступающие элементы, а все углубления остаются затемненными. Дальше опять сухой кистью раскрашиваем все домики в желаемые цвета. Единственное, я бы вам посоветовала выбирать пастельные цвета или немного приглушать цвета белой краской, чтобы ключница не получилась чересчур яркой и похожей на детскую игрушку.
Каждый домик лучше раскрашивать не одним цветом, а 2 или 3 близкими оттенками. Например, если вы выбрали желтый цвет, то возьмите лимонную краску и желтую, или желто-оранжевую и охру, и чередуйте их. Так цвет получится сложным, с интересными переходами. Также все домики, крыши и вообще всю поверхность ключницы в завершении немного как бы припылите желтой краской и после совсем немного белой краской. Домики мне показались очень грустными. Им очень не хватает зелени и детализации. Поэтому дальше я буду работать акриловыми контурами. Кстати, большая их часть у меня самодельная, и я вам их уже неоднократно хвалила. Ссылка на мастер-класс в подсказке и в описании под этим видео. Если не хотите заморачиваться с контурами, то все детали можно прорисовать акриловыми красками. Но контуры дают объем, поэтому с ними работа смотрится интереснее. Белым контуром я прорисовала рамы на окнах, разными оттенками коричневого – двери. Также кое-где я добавила цветных элементов. Золотым контуром проставила номера домов, а разными оттенками зеленого и желтого добавила всевозможных кустиков, растений и цветов. Чтобы растения получились еще объемнее, их можно рисовать в несколько этапов. То есть сначала делаете первый слой, даете ему высохнуть, дальше кое-где добавляете объема вторым слоем, снова оставляете на просушку и в третий заход добавляете цветочки и самые выступающие листочки. Также я приклеила на домики золотые декоративные элементы в виде цветочков, ключиков и завитушек. Это делать совсем не обязательно, просто у меня этот декор был и его нужно куда-то использовать. Прикручиваем к ключнице крючки и крепления для подвеса. Все эти элементы я дополнительно промазала полимерным клеем. Сухой кистью с золотой краской я немного прошлась по всей поверхности ключницы, чтобы добавить ей деликатного блеска. По желанию покрываем акриловым лаком, и наша ключница готова. По-моему, она получилась просто волшебной. Домики так и притягивают взгляд. Их хочется разглядывать, фантазировать о том, кто в них живет. В общем, как вы уже догадались, я очень довольна результатом.
Я бы не рекомендовала вешать на такую ключницу или вешалку что-то тяжелое, типа курток или сумок, а вот для ключей или полотенец она подойдет отлично. Пишите в комментариях, понравился ли вам сегодняшний мастер-класс, делать ли еще такого плана поделки и вообще, на какие темы снимать следующие видео. А на этом у меня на сегодня все. Лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки и подписка на мой канал. А я желаю вам всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.